Всем привет! В любой технике есть топ за свои деньги, который функционал дает отличный и стоит адекватно. Сегодня я подобрала для вас 5 таких топов среди игровых ноутов. Их железо не рвет рейтинги бенчмарков, но позволяет работать, учиться и стабильно тянет тяжелые игры с хорошим FPS. Вангуйте в комментариях, что это за связки процессоров и графики. И начну я с самого доступного ноутбука не только из всего топа, но и вообще среди всех моделей, на которых можно нормально играть. Это Acer Nitro 5, и в его основе отличная бюджетная связка. APU Ryzen 5 2500U и дискретная графика Radeon RX 560X с 4 гигабайтами видеопамяти. Как она работает, что тянет и на каких настройках мы уже рассказывали в обзоре модели с таким же железом. Глянуть можно вот тут. Если коротко, то этот ноутбук запускает много тяжелых игр класса 3А на средних и иногда на высоких настройках графики, выдавая в районе 40 FPS. С простыми сетевыми играми, танками, CS, Dota все вообще отлично. С ними ползунки можно крутить на максимум и получать за 60 FPS. Система охлаждения при этом не напрягается, только шелестит чуть выше среднего уровня. 8 гигабайт оперативки тоже вполне хватает. Разве что вы планируете работать в супер тяжелых приложениях или любите открывать кучу вкладок в Chrome, запустить игру и периодически прыгать туда-сюда. Chrome он такой, ему всегда мало. Но круто то, что есть второй слот под памятью, и со временем можно будет докупить еще одну планку, повысив общий объем до 16 гигов и перевести ОЗУ в двухканальный режим работы. Это тоже немного поднимает мощность в играх. Следующая модель от Lenovo просто-таки антагонист предыдущему Acer. Это и внешний вид подчеркивает, полная противоположность с синей подсветкой и прямыми линиями в дизайне. Но главное внутри. Если у Nitro True красное сердце, то здесь оно сине-зеленое. Процессор Intel Core i5-9300H и видеокарта GeForce GTX 1050 с 3 гигабайтами памяти. Такая пара также выдает годную производительность, которой хватает для работы, учебы и игр на средневысоких настройках. Если сравнивать эту мощность с предыдущим ноутбуком, то она плюс-минус такая же. Тут, как всегда, что-то лучше оптимизировано под AMD, а что-то под Intel и Nvidia. Возможности апгрейда ограничены. Слот для оперативки только один, поэтому если появится желание прокачаться, то придется продавать свой старый модуль и менять на 16-гиговый только так. В остальном Lenovo дает более сдержанный дизайн, полное раскрытие экрана на 180 градусов, свой набор и расположение портов, а также шторку на вебке, чтобы точно никто не подглядывал. Следующий игровой ноутбук снова от Acer. Это та же самая линейка Nitro 5, только с сине-зеленым железом во главе, а именно i5-8300H и GTX 1050. По сравнению с Lenovo, процессор хоть и младше на поколение, зато у дискретной графики на гигабайт больше памяти. В некоторых играх это позволит выбрать более высокое качество текстур. В остальном все аналогично первой модели Nitro. Тот же дизайн, 15,6-дюймовый IPS-экран, полноразмерная клавиатура, винчестер на терабайт и хороший звук с поддержкой Dolby Atmos. Поэтому не задерживаемся, смотрим, кто у нас там дальше. А дальше у нас HP Pavilion Gaming. Первое, что замечаю, у него уже зеленая подсветка клавиатуры. Есть красная, синяя, теперь вот третий вариант. Куда же без этого в ноутбуках с упором на игры? К слову, упор тут самый сильный, потому что уже знакомый четырехъядерный 8-поточный процессор укомплектован видеокартой GeForce GTX 1050 Ti с 4 гигабайтами памяти. Из всей пятерки это самый мощный вариант для гейминга. Например, если RX 560X и 1050 нормально осиливают Far Cry 5 только на средних настройках, то 1050 Ti хорошо тянет и высокие. В общем, запаса мощности процентов на 20-30 больше, в зависимости от игр, что можно конвертировать либо в более красивую картинку, либо в большую частоту кадров. В остальном железо похожее. 8 гигабайт оперативки со вторым свободным слотом, винчестер на терабайт и 15,6-дюймовая IPS-матрица. Последняя изящно крепится к центральной части основания, оставляя бока свободными для выхлопа системы охлаждения. И практично, и красиво.
И раз уж о красоте речь зашла, то гляньте, как оформлена зона под клавиатурой, где прячутся динамики Bang & Olufsen. Симпатично. И, наконец, пятый участник топа – ноутбук от Asus. Рельефная крышка, красная окантовка и акценты на рабочей панели. Эта модель смелее остальных оголяет свою геймерскую душу. Но, несмотря на это, я бы сказала, что она самая универсальная в плане работы, игр и учебы. В первую очередь для этого есть SSD. Да, небольшой, всего 128 гигабайт, но и он заметно ускоряет работу операционной системы и тяжелых программ, которые на него станут. Или же можно установить самую важную сетевую игру для ускорения загрузки уровней. Второй плюс – это 16 гигабайт ОЗУ, которые дают больше свободы. Браузер с кучей вкладок, тут же какая-нибудь программа тяжеловес, и все это мирно сосуществует без необходимости выбирать что-то одно. Кстати, о выборе. Все предыдущие ноутбуки поставляются без операционной системы, а этот с предустановленной Windows 10 Home. Для многих это плюс. Что касается игр, то это тоже можно. Основное железо примерно такое же, как у Acer или Lenovo. Вот так выглядит мой топ-5 самых доступных ноутбуков, которые хороши для работы, учебы и, конечно же, игр. Пишите, какой из ноутбуков подходит лично вам и почему выбрали именно его. Если видео понравилось, то ставим лайки, подписываемся, жмем колокол и не скучаем. Вот тут еще обзоры. Пока!